Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, садоводы и огородники. Первая декада мая, нахожусь я в Московской области, и если еще несколько дней назад я снимал видео и сидел возле вот этого замечательного кустика черной смородины в одной футболке, прошло несколько дней, у нас резко похолодало, и мне пришлось сегодня уже одеть кофту и курточку, потому что сейчас температура на улице у нас плюс 10 градусов, несмотря на то, что светит солнце, у нас холодный северный ветер, идут тучки, возможно, пойдет сегодня снова дождь, а может быть даже и со снегом. Ну а ночью температуры, вот в прошлую ночь у нас опускалась до минус 2 градусов. Впереди также обещают у нас достаточно серьезные ночные заморозки до минус 3 градусов в ночь. Такие природные явления, к сожалению, случаются у нас ежегодно. Температурные качели, когда в некоторые дни днем температура может достигать 25 градусов тепла в конце апреля, а потом резко опускаться, и в том числе отрицательные ночные температуры очень часто к нам приходят именно вот в период цветения черемухи. И сейчас как раз черемуха уже завершает, вот у нас завершает цветение, как раз у нас в это время происходят такие холода. Впереди бывает еще период также ночных заморозков, он совпадает, как правило, с цветением, с распусканием, точнее, дуба. Также бывают ночные заморозки, особенно в северных районах нашей области. Очень часто случаются заморозки даже в конце мая и даже в первых числах июня. В этом видео я вам покажу, как мне приходится укрывать многие растения, которые, к сожалению, вот после таких заморозков очень сильно страдают, если остаются в неукрытом виде. Страдает посаженная в теплицу рассада томатов, перцев, баклажанов, все это приходится укрывать. Страдают гортензии, в первую очередь, конечно, страдают от таких заморозков крупнолистная гортензия, но и даже и метельчатая гортензия, я посмотрел, вот на некоторых сортах также есть слегка прихваченные морозом листики. Ну а сейчас я вам покажу, как я укрываю в теплице посадки овощей, и покажу вам, как у меня укрыты гортензии крупнолистные. Зайдем в теплицу. Здесь у меня укрыты томаты самым простейшим способом. Видно, что установлены дуги и сверху застелены укрывным материалом 60-й плотности, можно даже в 2 слоя укрывать. Ну, давайте посмотрим растения, как они себя здесь чувствуют. Горшочки я еще пока не убирал, потому что у меня подписано название сорта на горшочках. Также еще не проводил посынковку растений. И томаты у меня практически, я их не поливаю, потому что сейчас это опасно, чтобы не было загнивания корневой системы, черной ножки. Вот в такие периоды похолодания томаты нужно поливать очень ограниченно. Земля у меня слегка влажная, поэтому полив я не провожу. Вот таким образом я спасаю, защищаю рассаду томатов, которые я высадил примерно около 2 недель назад. Сейчас пройдет эта волна ночных возвратных заморозков, и я, конечно, все это уберу, укрытие, и подвяжу томаты с помощью веревочек в вертикальном положении к верхней шпалере. Давайте сейчас перейдем в другую теплицу, покажу вам, как там укрыты у меня перцы. Перцы у меня укрыты экспресс способом, как я его называю. Это обрезанные 20-литровые бутыли для воды. Вот, смотрите. И вот так чувствует себя под ними рассада перца. Рассаду перцев также я высадил примерно 2 недели назад. Смотрите. Вот так себя чувствую. Очень удобно, кстати, высота этих бутылей и их объем позволяет укрывать достаточно высокие растения. 5-литровыми бутылями такие перцы уже не укрыть, поэтому спасают вот такие вот
обрезанные 20-литровые бутылки. Обратите внимание, что у меня горловина у бутылей открыта, потому что все-таки растениям нужно получать свежий воздух. Я никогда не закрываю бутыли, чтобы они просто там не сварились, потому что в теплице бывает днем достаточно жарко. И, конечно, для подстраховки я в теплицу также занес небольшой бытовой масляный обогреватель. Теплица у меня небольшая, 3×6. Такого обогревателя мне вполне хватает, если все-таки будут заморозки ночью до -3, а возможно, может быть, даже и ниже. Трудно сказать, что природа нам может подарить в этом году. Поэтому у меня здесь еще стоит обогреватель. Он стоит выставлен на минимум, на единичку. И этого вполне хватает, чтобы защитить растения, если уж будет совсем ночью холодно. Но теперь вам покажу, как я укрываю и спасаю гортензии, которые растут у меня на улице. Вот такое укрытие по типу зимнего мне пришлось установить над крупнолистной гортензией. Установил дуги, вот беленькие видно, да, это дуги из сантехнической трубы, 2-сантиметровые, они легко гнутся, и можно сформировать достаточно устойчивое укрытие в виде арки либо парника. Укрывной материал лучше использовать 60-й плотности, так надежнее, лучше защищает от заморозков. Ну давайте сейчас посмотрим, как выглядит гортензия крупнолистная после недавних заморозков. Открою с торца, давайте посмотрим. И вот смотрите, даже несмотря на то, что укрыто, вот веточки, которые соприкасались с укрывным материалом, все равно немножко листики, немножко подмерзли. В целом растение зеленое, но вот видите, какой мороз был. То есть гортензии, еще раз повторюсь, гортензии крупнолистной достаточно уже -1 градуса, чтобы получить вот такие повреждения. Если бы я не установил такое укрытие, у меня вся бы эта гортензия была просто черного цвета, и цветения в этом году, скорее всего, бы не было. Поэтому нужно, конечно, ее укрывать. А вот так выглядит сейчас гортензия метельчатая, сорт Вимс Ред. Я ее не укрывал, она, в принципе, хорошо перенесла заморозки небольшие. Есть некоторые кустики с небольшими повреждениями, но в целом гортензия метельчатая более холодостойкое растение, поэтому укрывать я ее не буду. Надеюсь, что она хорошо переживет эту волну ночных отрицательных температур. Аналогичным способом мне пришлось укрыть саженцы гортензии метельчатой. Также здесь у меня саженцы винограда. Давайте посмотрим, как они себя здесь чувствуют. Ну, вот смотрите, вот виноградик. Все нормально, не пострадал. Ну и саженцы гортензии метельчатой также стоят зелененькие, хорошенькие. В общем, они более стойкие, ну и благодаря укрытию в виде парника мне удалось их сохранить. Впереди у нас также ожидаются заморозки, как я уже говорил ранее, поэтому укрытие это я буду еще, наверное, неделю, может быть, дней 10 буду оставлять, и растения будут таким образом защищены на период возможных ночных заморозков. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что данное видео было вам интересно, самое главное полезно. Хороших вам урожаев и хорошего вам цветения.